квалификационного раунда Лиги чемпионов «Зенит» АЕЛ. Я с удовольствием представляю вам главный тренер футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш Боаша. Пожалуйста, отключите звук на ваших мобильных устройствах. Большая просьба представляться, называть ваше издание. И прошу вас, кто будет первым. Андрей, добрый день. Сергей Циммерман, Спортэкспресс. Первый вопрос: все ли здоровы, на всех ли вы можете рассчитывать в этом матче? И второй вопрос, если позволите. На Кипре соотношение владения мячом было чуть ли не 80/20 в пользу «Зенита». Как быть, если АЕЛ здесь с первых минут также встанет в оборону в полном составе? No, we have to keep the ball the same way. I think the only thing we did wrong in Cyprus was we didn't finish the chances we had, because we had good possession, we played good football, we had lots of chances, but we couldn't score any goal. So that is the big change that we have to do this time around, is being more efficient in front of goal, a little bit in the image that we had against Tula, where we were much more effective. Я думаю, что контролировать мяч нужно так же, как это и происходило на Кипре, когда мы играли с АЕЛом в первый раз. Единственное, что нам нужно изменить, это изменить завершающую стадию атак, поскольку мы были недостаточно эффективны именно в том, что касалось их завершения. Возможно, нам нужно что-то взять от того матча, который мы провели в Туле, поскольку там мы были более эффективны в этом плане. Все ли здоровы? Yeah, at the moment we have no problems. We still have to go through one training. The most difficult thing about this last days has been the trips, because of the organization of the trips and the distances. But it was a good thing that we decided to play on the 2nd of August. Took that risk to have 3 days now that we can rest for preparation. Ну, пока все здоровы, все в порядке. Единственная сложность, собственно, с которой мы столкнулись в последние дни, это переезды, перелеты, все эти поездки. Но хорошо, что мы рискнули сыграть 2 августа и таким образом получили эти 3 дня, чтобы подготовиться к ответному матчу. Никита Гулин, телеканал «Россия-2». Андрей, вы после матча в Туле заявили, что эта победа придаст «Зениту» уверенности, но, как вы думаете, не сыграет ли это наоборот в самоуверенность, поскольку понятно, что уровень Арсенала и уровень АЕЛ — это все-таки несопоставимые вещи, а в Туле залетало все, что летело в ворота соперника? No, I don't think so. So we do one thing or the other. You have to win games, and you win games by 4-0. Now you get overconfidence. We lose one game, we gain strength to win another game, and now because you win 4-0, you gain extra confidence. It makes no sense. We have to be focused. We want to win. We have to win every game. We know that it's any task is difficult. Anything can happen, which is another game like the one it did in Cyprus, but we want to avoid it. If we are efficient in front of goals, we score the goals we need to go through. But there is an opponent that is motivated, and they will do everything to stop us. Да нет, я не думаю, что стоит рассуждать в таком ключе, поскольку мы проиграли первый матч, теперь победили 4-0, и вы говорите о том, что это может придать какую-то излишнюю самоуверенность. И что получается тогда не побеждать? Это дает нам уверенность. И, конечно, как я уже говорил, мы должны быть просто более эффективны в завершающей стадии атак. Мы должны просто забивать, реализовывать те моменты, которые мы создаем. Понятно, что против нас будет играть мотивированный соперник. И естественно, что в футболе может произойти все, что угодно. Но я не думаю, что эта ситуация как-то может повлиять на нашу самоуверенность излишне. Михаил Григорьев, газета «Невское время». Андрей, матч пропустит из-за красной карточки Аксель Вицель. Скажите, кем вы планируете его заменить? И вообще ваше мнение о средней линии «Зенита». Вот многие специалисты считают, что Виктор Файзуллин не играет в тот футбол, который требуется команде, а Анатолий Тимощук уже в таком солидном возрасте. Вот не считаете, что нужно усилить среднюю линию «Зенита» в ближайшее трансферное окно? Спасибо. Yeah, well, at the moment the only thing we know is that we can't count with Axel,
but we have full trust in our squad. We know that the squad is short. We still have lots of jobs to do in the transfer window. This is the situation right now. We know that in the end of the transfer window we will have another players here, but at this moment, we have full trust. Vitor has played all the games since I arrived. Played all the games for Russia in the World Cup. He's a top player, and I'm sure that he's the first one to recognize that this moment right now is not so strong as he wants to be. But we are speaking about a top international footballer. And I have full trust in that his performances and Timo's performances will increase and become better. Сейчас можно с уверенностью сказать только то, что Вицель пропустит этот матч. Действительно, на всех остальных мы рассчитываем, и мы полностью доверяем тем игрокам, которые у нас есть. Возможно, наш состав не так широк, как он мог бы быть, и можно сказать, что нам еще предстоит определенная работа на трансферном рынке. Как можно сказать, и что по завершении этого трансферного окна в команде появятся новые игроки. Если же говорить по персоналиям, то Файзулин провел определенное количество матчей на чемпионате мира. Может быть, он не так хорош, как он хочет быть, но мы говорим об этом, поскольку мы рассуждаем о футболе топ-уровня, и к Тимощуку у меня тоже, в общем-то, нет претензий. Поэтому, повторюсь, мы полностью доверяем тем игрокам, которые есть у нас в составе. Игорь Брунов, Советский спорт. Сеньор Андре, немножко вдогонку к предыдущему вопросу. Вы говорите, что работу ведет Зенит в трансферном рынке, и уже говорили, что хотите видеть в команде одного-двух игроков, и говорили, что очень хотели бы, чтобы Павел Могилевец вернулся в «Зенит». Можете уточнить, вы имеете в виду Павел Могилевец и, возможно, кто-то еще, или Могилевец и один-два игрока? No, I hope a little bit more, but we have to wait and see. We are focused on achieving the transfers that we want to do, but at this moment it hasn't been possible. But we want to strengthen the squad. The squad is not very big. It's not yet up to the image of what I want. But definitely, we definitely hope that after Pavel we can bring two more players at least. Я надеюсь, что все-таки больше, чем только Могилевец и еще один игрок, просто потому что мы еще работаем. Пока у нас не получилось произвести какие-то трансферы, но мы ждем разрешения этой ситуации. Нам пока не хватает глубины состава, и я не очень доволен этой ситуацией, поэтому посмотрим и надеюсь, что это будет Могилевец плюс 2 игрока. И еще вопрос, если позволите, вот в продолжение того разговора, который начался с самого начала. Все понимают, что у «Зенита» и у АЭЛа большая разница в классе, и вы понимаете, что реакция на поражение «Зенита» на Кипре была такая, что как могут миллионеры проигрывать команде, которую болельщики считают чуть ли не любителями, хотя это совершенно не так. Вот что вы можете им сказать, как такое бывает, подвела реализация, как можно объяснить такое поражение? I don't say nothing. What do I have to say? Any football game you can win or lose. This is the reality. How many football games are lost by teams that are at the top against lower teams? This is not a question to do. I'm sorry. Ну, что я могу здесь сказать в этой ситуации? Это футбол, и в этой игре может произойти все, что угодно. Многие матчи были проиграны командами, которые находились на топ-уровне, командам, которые, как казалось, находятся ниже, поэтому здесь обсуждать нечего в этой ситуации, так бывает. Добрый день, сеньор Villas-Boas, вечерний Петербург. Андрей, вот в предыдущие годы «Зенит» отличался иной раз такой особенностью, что в решающие матчи с командой что-то происходило, концентрация терялась, и командная игра, да, индивидуальное мастерство тоже. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, та нереализация моментов на Кипре, это все-таки в какой степени там был вопрос именно психологии? Первый официальный матч с новым тренером в новом сезоне. И какую мотивацию вы нашли, еще успеете найти в оставшиеся сутки? Спасибо.
No, I don't think so. I just said before that it's a question of efficiency in front of goals. What do you want to do? You want to players like Ulk, Kazakov, Dani, Shatov, Witzel, players that have scored goals in their careers. What do you want them to do? If they miss, they miss. They are top footballers. Kazakov is the best goal scorer ever, or equal goal scorer ever in Russian football. You think it's lack of motivation that he misses a goal? It's not. Sometimes the efficiency doesn't work for you. Sometimes the goalkeeper is there. Sometimes he makes good saves. Sometimes teams have good organization. Sometimes you have 20 chances and score 4 goals. Sometimes you have 20 chances and you end up losing a game. This is the reality of football. We know that we cannot lose to certain teams. No one other than us is more feeling bad for what we didn't do in Cyprus. We don't need people to tell us. We know the responsibilities that we have. Я думаю, что это, конечно, не вопрос психологии, это исключительно вопрос эффективности в завершающей стадии, поскольку, что вы думаете, что игроки уровня Халка, Дани, Киржакова, Вицеля, у них есть какие-то проблемы с мотивацией? Киржаков — это лучший нападающий в истории российского футбола и человек, который повторил рекорд по количеству мячей, забитых за национальную сборную. Вы думаете, что у него есть проблемы с мотивацией? Нет, конечно, нет. Просто так бывает в футболе, что ты создаешь моменты, и ты можешь создать 20 моментов и забить 4 мяча, а можешь создать 20 моментов и не забить ничего. Поэтому так происходит. И нет людей, которые были бы более недовольны тем, что произошло на Кипре, чем мы сами. Поэтому нам не нужно напоминать об этом, говорить об этом. Мы сами знаем, что произошло, как знаем, что нужно сделать в этой ситуации. Здравствуйте, Кирилл Лихов, спорт день за днем. А вам показалась разница между Айелом и вот Арсеналом большой, или, в принципе, это команда одного уровня? И второй вопрос, вот Хал, Гара, они сейчас набирают, видимо, форму через игры. Насколько им еще далеко вот до оптимального уровня? Сказывается ли на них еще позднее возвращение? Спасибо. I think both teams are not comparable. They're two different opponents, two different styles of football. Tula, they try to play the game for the game against us. They want to play positive football. Limassol was more defensive, more closed at the back, looking for counter-attack. So two completely different styles. And this game now is going to be different than the one in Cyprus, I'm sure, and the one in Tula. Regarding Ulk and Garay, at the moment they have been doing excellent. Our focus is on giving them rest periods. That can only happen most likely in December. Right now we have to do our job. Vacations will come after for them. At the moment is a moment of focus, of effort, and for them is no different. They are top footballers. They have been used to situations where they didn't have vacation and they just have to continue with their job. Но если говорить об Аеле и Арсенале, то сравнивать две эти команды, наверное, сложно, просто потому что они совершенно разные. Поскольку в матче с Арсеналом соперник ответил игрой на игру, действовал в открытом стиле и играл совершенно не так, как Аел, который сыграл в исключительно оборонительный футбол на Кипре. Но я абсолютно уверен, что матч, который мы проведем здесь, он будет практически полностью отличаться от того, что мы видели в первой встрече с Аелом. А если отвечать на вопрос о Халке и Гарае, то пока мы абсолютно удовлетворены, довольны тем, что они делали, как они работали. Понятно, что сейчас мы не можем дать им время на отдых, поскольку время на отдых будет у них только в декабре, но это футболисты топ-уровня, и они должны быть готовы работать и в такой ситуации, и в таких условиях. Андрей, еще один вопрос. Никита Гулин, телеканал «Россия-2». В Петербурге стоит ужасная жара, да, в России в целом, но побывавшие на Кипре делятся тем, что жара в Лимассоле была какая-то особенная, то есть вообще воздух был без кислорода. Насколько, на ваш взгляд, разная жара на Кипре и в Петербурге, и насколько погодные условия у нас помогут «Зениту», может быть, в движении превзойти себя того, который был на Кипре? Yep. How do you think does that heat affect how the team performance?
And do you think the weather can somehow make an impact on how will Zenit perform compared to the previous game, to the first game? Oh, I think we adapted quite well to the conditions, bearing in mind the heat in the two games. I think we did quite well. In terms of football, we created in both games 20 chances, so we played our football, played attacking football. The difference between one game and the other is one game we scored 0, the other game we scored 4, so it's an efficiency question. The heat always is difficult for the players to cope. Maybe it takes more time to recover, but it's good that we have these 3 days, because that can be an advantage. Ну, я думаю, что жара, с которой мы столкнулись, мы, в принципе, на нее, конечно, отреагировали каким-то образом, и было жарко и на Кипре, и в Туле, но команда создала и в том, и в другом матче по 20 моментов, и единственная разница заключилась в том, что в одном матче мы ничего не забили, а в другом матче мы забили 4 мяча. Конечно, для игроков не очень просто сталкиваться с такими условиями, но, по сути, единственное, на что влияет жара, это то, что после этого нужно чуть дольше восстанавливаться. Поэтому такая ситуация. Но я не думаю, что это влияет как-то критически. Спасибо, коллеги. На этом все. Благодарю за внимание.